女不伙伴，我100。Всем привет! Вы на канале Брауни, и это еще одно видео про необычные азиатские бьюти-тренды, пластическую хирургию и косметологию в странах Азии, а также про последствия различных операций и процедур. Данная тема заинтересовала меня и, судя по всему, вас тоже, поэтому я решила поискать еще, и то, что я нашла, меня просто шокировало. Прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас поддержать это видео и мой канал лайком и подпиской, а также напомнить вам про свой телеграм-канал. Обязательно заглядывайте к нам, у нас уютно. В комментариях под прошлым роликом мне напомнили о такой необычной детали, как эгиосаль, и, пожалуй, это самая подходящая и лайтовая тема, с которой можно начать это видео. Эгиосаль – это небольшая припухлость нижнего века, которая является маленькой, но довольно важной частью корейского стандарта красоты. Считается, что эта деталь, которую многие люди европейской внешности восприняли бы как мешки под глазами, придает лицу объема, молодости и миловидности. В отличие от мешков под глазами, которые придают усталый вид, эгиосаль делает взгляд улыбающимся и более выразительным. Поэтому вы можете увидеть эту черту у большинства кей-поп-айдолов и корейских инфлюенсеров. Так как от природы эта черта есть не у всех, ее часто имитируют или усиливают с помощью макияжа. И иногда это очень заметно на фотографиях айдолов со сценическим макияжем. Но также существуют и косметологические процедуры по созданию эгиосаль с помощью введения филлеров. Эта процедура занимает около получаса и считается простой, но так как область под глазами очень деликатна, стоит относиться к этой процедуре очень серьезно и тщательно выбирать специалиста. Ну а теперь мы поговорим о гораздо более странных и даже пугающих трендах. Один из таких набирает популярность в Китае, и это тренд на очень специфические операции по уменьшению талии. Они заключаются в том, что ребра пациента вдавливаются внутрь, чтобы создать выраженный изгиб, а жир с области талии удаляется и переносится в ягодицы. Звучит максимально жутко и болезненно, до такой степени, что в существование подобной операции и людей, готовых на нее пойти, даже трудно поверить. Поэтому я продолжила искать и нашла клиники, причем не только китайские, которые действительно предлагают эту процедуру как более безопасную альтернативу удаления ребер. Это называется репозицией или ремоделированием ребер и часто сопровождается липосакцией, подтяжкой живота или операцией по увеличению ягодиц. Во время операции хирурги буквально перемещают нижние ребра пациентки, предварительно сломав их, а затем закрепляют на новом месте с помощью специальных материалов. В результате клиники обещают пациенткам обрести новую фигуру в виде ярко выраженных песочных часов. Быть может, на самом деле это не так страшно, как звучит, но я не представляю, насколько сильно нужно хотеть иметь тонкую талию, чтобы решиться на такое. Не все азиатские тренды одинаково пугающие, есть среди них весьма интересные и полностью безопасные, например, маньхуа. Смотрите, что у меня есть. Это маньхуа «Боевой континент», комикс-адаптация одноименной популярной серии новелл автора Танцзя Сяньшао. Аниме-сериал «Боевой континент» получил шанхайскую награду за вклад в развитие анимации и видеоигр и имеет большую популярность далеко за пределами Китая, а суммарный тираж оригинальных томов превышает 40 миллионов экземпляров. Маньхуа не пересказывает сюжет новеллы один в один, а помогает глубже погрузиться во вселенную и раскрывает события, которые не были описаны в романах. Сюжет разворачивается в мире, где в каждом человеке живет дух. Такие духи делятся на два типа и различаются по своей силе, но главный герой, юноша по имени Тан Сань, особенный, у него их два, и по просьбе своего отца он должен держать существование второго духа в тайне. Тан Саня приговаривают к смерти за кражу тайного знания его школы, но он возрождается в мире под названием «Боевой континент». Ему удается сохранить воспоминания о своей прежней жизни и обучиться местным новым техникам. Он грезит о великих свершениях, но его мать мертва, отец пьет, а боевой дух, которым он обладает, бесполезен. Сможет ли Тан Сань исполнить свою мечту и стать сильнейшим из мастеров? Я узнаю об этом, когда дочитаю первую книгу. Она уже в продаже, а вторая появится в ближайшее время. Так что не упустите возможность приобщиться к этой потрясающей вселенной и переходите по ссылке в описании, чтобы приобрести книгу прямо сейчас в интернет-магазине «Читай город». А с моим промокодом Брауни вы получите скидку 25%. Давайте читать вместе.
Честно говоря, я бы лучше продолжила говорить про книги, чем про следующий тренд, потому что это просто кошмар. Новая и крайне сомнительная процедура недавно привела к гибели 2 женщин в Южной Корее. Процедура заключается во введении филлера внутрь, скажем так, женского органа. Первой из этих пациенток было 38 лет, и во время процедуры она дважды теряла сознание. Ее срочно доставили в неотложку, но не смогли спасти. Филлер заблокировал сосуды, и она скончалась через 10 дней, несмотря на интенсивное лечение. Второй женщине было 35, и она перенесла остановку сердца через несколько минут после инъекции, все еще находясь под наркозом. Она оставалась в больнице еще в течение месяца, но в итоге скончалась все по той же причине – блокировка сосудов филлером. Корейские пользователи сети были потрясены и возмущены этими новостями, а наивная я даже не сразу поняла, зачем там вообще нужны филлеры. Как оказалось, они нужны не для эстетических целей, а для буквального сужения пространства там и улучшения интимных ощущений. Надо сказать, что филлера для такой процедуры нужно немало. Первой пациентке ввели целых 47 мл филлера. В общем, женщины хотели таким образом порадовать своих мужчин, но закончилось это крайне трагично. Страшно то, что эти 2 женщины были не единственными, кто не пережил последствия введения филлера. И несмотря на то, что многие эксперты призывают воздерживаться от подобных процедур и выступают против такой практики, она вообще не является редкостью и проводится не только в Корее. Слышали что-нибудь про азиатский тренд на высокую макушку? Он работает примерно так же, как и тренд на большие уши. С высокой макушкой лицо якобы выглядит меньше, что создает более молодой вид, а волосы выглядят более густыми. Многие китайские знаменитости специально носят очень высокие прически, чтобы визуально сделать макушку более вытянутой. И в интернете можно найти множество видео о том, как создать такой эффект с помощью правильно подобранной укладки. Но косметологические клиники, конечно же, не упустили возможности заработать и тут. Ужасная история случилась с китаянкой, которая потратила 230 тысяч юаней, а это на минуточку более 2,5 миллионов рублей, за процедуру по введению филлера под кожу на макушке, чтобы сделать ее выше и добиться модного эффекта. В результате процедуры ее кожа головы начала буквально отмирать, и девушка осталась без волос. Так как привычные гиалуроновые филлеры не отличаются особой стабильностью, предприимчивые косметологи придумали использовать для увеличения макушек не их, а специальный ортопедический цемент, который, затвердевая, становится таким, как настоящая кость. Как вам идея добавить слой цемента на свой череп для красоты? Следующее, о чем я хочу рассказать, это новое корейское телешоу о пластической хирургии с довольно странным названием Make Me Girl или Сделай меня девочкой. Данное шоу вызвало негативную реакцию телезрителей из-за крайне неестественных результатов преображений. По их мнению, черты девушек были просто подогнаны под одинаковый трендовый вид, при этом их природные данные и гармония лица как будто бы и не учитывались. По задумке, шоу должно было рассказать истории женщин, которые борются с серьезными комплексами, низкой самооценкой и испытывают трудности в повседневной жизни из-за своей внешности, и помочь им преодолеть все это, предложив индивидуальные решения. На то, как девушки называют себя уродливыми, мне было больно смотреть. Одна из героинь, например, постила в соцсетях фотографии с большим количеством обработки, а ее реальную внешность эксперты, не стесняясь, сравнили с чудовищем Франкенштейна. Из-за несоответствия стандартам красоты девушки не могли устроиться на работу, отказывались от своих целей, с самого детства терпели издевательства и буллинг в интернете. Эксперты оценивали внешность героинь, разбирая их по миллиметру, а предложенные изменения были колоссальными. Девушкам провели огромное количество всевозможных операций, и иногда создавалось впечатление, что после них они с трудом могли говорить. И да, героини и правда изменились до неузнаваемости, и остается лишь надеяться, что им искренне нравится их новый облик, у них не возникнет осложнений от такого количества процедур, и преображение действительно сделает их жизнь лучше. Но на самом деле это довольно грустно, что огромное количество людей не могут найти себе место в жизни и принять себя, пока им не сделают одинаковые трендовые носы. Пока я писала этот сценарий, ко мне приехала еще одна книга. Вы только посмотрите, какая она красивая. Это роман Алены Казаченко «Гармония клинка и струн». Насыщенная символизмом и легендами фэнтези, вдохновленная китайской культурой, поэзией и эстетикой уся, сочетающая в себе темы мистики, музыки и боевых искусств.
Гармония клинка и струн – это история о молодом бессмертном мечнике, который отправляется в путешествие в поисках смысла жизни и встречает загадочного странствующего музыканта. Вместе они должны пройти путь полный опасностей, встретить демонов, пройти через древние храмы и город-призрак, чтобы раскрыть тайну этого мира и своего происхождения. Кроме того, этот роман не просто сказка про магию, он раскрывает важные темы самопознания, доверия и гармонии. Меня очень заинтересовал этот сюжет, ну а в таком красивом эстетичном оформлении книгу будет очень приятно читать. «Гармония клинка и струн» также доступна к заказу по ссылке в описании. Скорее переходите, чтобы ознакомиться и приобрести ее. Кстати, о носах. Распространенные операции по коррекции формы носа тоже далеко не всегда заканчиваются хорошо. Китайская актриса Гао Лю пережила ужасные последствия после ринопластики, которую сделала в 2020 году. Ей сделали небольшую коррекцию, добавив хрящ на кончик носа. Казалось бы, что могло пойти не так? Пластический хирург, проводивший операцию, как оказалось, не имел лицензии. Кончик носа актрисы был инфицирован и после нескольких дополнительных визитов к хирургу начал просто отгнивать. Он несколько раз покрывался черной коркой, которая отваливалась, из-за чего врачам пришлось просто удалить часть хряща, чтобы спасти остальную часть носа. После того, что случилось с актрисой, была проведена проверка клиники, в которой ей сделали операцию. Оказалось, что клиника закрылась, но затем открылась на новом месте и с новым названием, но все с тем же хирургом. Гао Лю пришлось перенести еще 2 операции по исправлению формы носа, но он все еще остается неровным. Теперь она предостерегает других людей от своей ошибки и призывает не выбирать хирургов посредством сарафанного радио, так как это сделала она. Сейчас актриса жалеет обо всех процедурах, которые она сделала, и называет их пустой тратой времени. По ее словам, доктор, испортивший ей нос, даже не принес ей извинений. Он также не ответил на претензии и не понес никакого наказания. Еще одна ужасающая ситуация произошла в Китае с женщиной по имени Лин Лин. В 2017 году она решилась на увеличение груди в пекинском салоне красоты по инновационной методике. Она заключалась в извлечении коллагена у пациентки для последующего культивирования и введения ей же в грудь, что якобы должно было обеспечить естественный результат без отторжения. Главный хирург салона заверил Лин Лин, что эта процедура проста и полностью безопасна. Однако после нее женщина стала чувствовать боли и ощущать инородное тело в груди. В течение следующих 6 лет Лин Лин перенесла целых 9 операций на груди, которые стоили ей больше $300 тысяч. К 2023 году импланты в ее груди деформировались и утекли в область живота. Наконец, в 2024 году Лин Лин обратилась за помощью в шанхайскую клинику, чтобы удалить импланты и провести их обследование. Местные врачи обнаружили, что импланты, введенные в грудь Лин Лин, нанесли ее организму серьезный вред. А их исследование показало, что они состояли не только из коллагена самой Лин Лин, но и содержали ДНК лосей и крупного рогатого скота. К сожалению, Лин Лин не была единственной, кому достались подобные инъекции. В имплантах других пациенток находили ДНК верблюдов, летучих мышей и горилл. Такие чужеродные материалы могут вызвать побочные эффекты и иммунное отторжение. Когда Лин Лин обратилась за компенсацией в салон красоты, она обнаружила, что он уже закрылся. Оказалось, что он был втянут в 398 споров о врачебной халатности и лишен лицензии на ведение бизнеса, а тот самый главный хирург даже не был зарегистрированным врачом. В отличие от актрисы Гао Лю, есть и женщины, которые не считают проделанные над собой манипуляции ошибкой и пустой тратой времени. Эбби Ву, перенесшая более 100 операций, сейчас является одной из главных инфлюенсеров в сфере косметической хирургии в Китае, и пластические операции, можно сказать, сопровождали ее на протяжении всей сознательной жизни. Свою первую пластику Эбби сделала, когда ей было всего лишь 14 лет. Тогда из-за гормонального лечения она резко набрала вес – с 42 до 62 килограмм всего за 2 месяца. Такие перемены во внешности девочки не остались незамеченными со стороны ее преподавателя по драматическому искусству. Он сказал, что Эбби необходимо быстро похудеть, иначе ей стоит просто уйти из театра. Тогда в ситуацию вмешалась ее мать, и нет, не для того, чтобы заступиться за дочь или поддержать ее, а для того, чтобы отвести ее на липосакцию для удаления жира с живота и ног дочери. Когда Эбби волновалась в ожидании предстоящей операции, мать просто сказала ей:
Будь храброй и зайди туда. Как только ты выйдешь, ты станешь красивой. Операция далась Эбби тяжело, анестезия была лишь частичной, и девочка оставалась в сознании в течение всего процесса. Я видела, сколько жира было удалено из моего тела и сколько крови я потеряла. Сейчас Эбби 35 лет. Она является совладелицей клиники красоты в центре Пекина и уже потратила $500 000 на 100 различных процедур. Она ежемесячно делает инъекции для похудения лица, чтобы делать его более упругим и менее отечным после 3 операций по уменьшению челюсти, в ходе которых было удалено слишком много костной ткани. Тем не менее, Эбби настаивает на том, что она не жалеет о своих операциях и верит, что много лет назад ее мать приняла правильное решение. Операция сработала. Я становилась увереннее и счастливее с каждым днем. Кто знает, как сложилась бы жизнь Эбби, если ее мать приняла бы другое решение. В Китае пластическая хирургия, которая когда-то считалась табу, за последние 20 лет стала пользоваться огромной популярностью. Свою роль в этом сыграли и рост доходов населения, и изменение общественного настроения, и, конечно же, огромное влияние соцсетей. По официальной статистике, ежегодно косметические процедуры совершают 20 миллионов китайцев. Это только те, кто пользуется услугами легальных клиник. 80% из них – женщины, средний возраст которых составляет 25 лет. 28-летняя девушка по имени Юэ не входит в это число. В 2020 году она сделала процедуру в нелицензированной клинике, и она прошла крайне неудачно. Процедура под названием «лицо младенца» подразумевала введение инъекций коллагена, чтобы лицо выглядело более пухлым и молодым. По неизвестной причине введенные филлеры затвердели. Ощущение было такое, будто под кожей цемент. Чтобы исправить ситуацию, девушка начала обращаться в различные популярные клиники, которые находила через соцсети, но все стало только хуже. В одной клинике филлеры из ее лица пытались достать с помощью шприцев, но вместо них удалили собственные ткани девушки. В другой клинике филлеры попытались достать через разрезы возле ушей, после чего у Юэ остались 2 длинных шрама, а ее лицо стало выглядеть неестественно натянутым. Изменения во внешности негативно повлияли на ее жизнь, у нее даже появились проблемы на работе. Найдя хорошего врача, девушка прошла через 3 операции по восстановлению внешности, в том числе на веках, которые также были повреждены во время одной из процедур. С тех пор ситуация заметно улучшилась, но некоторые последствия некачественных процедур, к сожалению, уже необратимы. «Я больше не хочу становиться красивее», — говорит Юэ. «Если бы я могла вернуться к тому, как я выглядела до операций, я была бы вполне счастлива». Из всех подобных историй про пластические операции и их последствия наиболее тревожными и даже грустными мне кажутся истории о подростках, а иногда даже детях, попавших под чужое влияние. Помните 9-летнюю Митчи, которая уже перенесла операцию на веках? Думаю, вы согласитесь, что это довольно опасно и саморазрушительно уже в столь юном возрасте стать заложником идеи об идеале красоты и превратить всю свою жизнь в постоянную погоню за этим идеалом. Именно в такую ловушку попала и Джоу Чуна, девушка-подросток из Китая, которая уже к 18 годам потратила 4 миллиона юаней родительских денег на операции красоты. Девочка со школьных лет страдала от тревоги и депрессии из-за своей внешности. Она всегда считала, что ее одноклассники намного красивее и увереннее в себе, чем она, а ее родственники и друзья семьи только подливали масло в огонь, говоря, что девочка не похожа на свою красивую мать. К тому же мальчик, который ей нравился, отверг ее. Она чувствовала себя неполноценной, хотела стать красивее и быть похожей на свою любимую актрису Эстер Ю. Семья девочки весьма состоятельна и могла позволить себе преображение дочери, и уже в 13 лет Джоу с разрешения матери сделала свою первую пластическую операцию по созданию двойного века. С тех пор девушка стала просто одержима пластикой и уже к 18 годам перенесла более сотни различных операций и процедур, в том числе 10 операций по увеличению разреза глаз, ринопластику и операцию по уменьшению челюсти, которую Джоу назвала самой страшной и болезненной из всех. Было ли мне страшно? Конечно, но я должна была это сделать. Девушка признается, что ее старые друзья уже давно перестали ее узнавать. И стоит отметить, что, несмотря на полное изменение внешности, Джоу продолжает использовать бьюти-фильтры в таком количестве, что понять, как же она выглядит на самом деле, довольно сложно.
Когда врачи отказывали девушке в проведении новой операции, она просто находила другого врача. Так она обошла все клиники Шанхая. По словам экспертов, если Джоу продолжит ложиться под нож, это может привести к серьезным побочным эффектам и даже гибели девушки. Ее родители с определенного момента перестали поддерживать ее увлечение пластикой, а ее отцу не нравится то, как теперь выглядит его дочь. Чтобы родители продолжили финансировать ее операции, Джоу пригрозила им, что в обратном случае бросит учебу и все равно найдет деньги. Сотня операций не прошла для девушки бесследно. На ее теле теперь множество рубцов, липосакция привела к обвисанию некоторых участков кожи, ее лицевые нервы были повреждены филлерами, что вызвало искривление уголков губ. И самое страшное, девушка начала терять память, по всей видимости, из-за частых наркозов. Однако сама Джоу ни о чем не жалеет и считает, что операции помогли ей обрести уверенность в себе и сохранить мечту стать звездой. Отчасти она сбылась, ведь теперь, благодаря своему облику, девушка имеет около 500 000 подписчиков на китайской платформе Weibo. Стоило ли оно того? Мой ответ вы наверняка знаете, а свой напишите в комментариях. Мне было безумно интересно работать над этим роликом. Я надеюсь, что вам тоже было интересно. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, какая история шокировала вас больше всего и почему. А также, интересна ли вам вообще подобная тематика и стоит ли мне продолжать эту рубрику на канале. Если вы хотите узнать еще больше о стандартах красоты в странах Азии, вы можете посмотреть вот эти два ролика на моем канале. А еще у меня есть видео о том, как зарождались и развивались корейские стандарты красоты, откуда пошла мода на двойное веко и так далее. Обязательно посмотрите. Ну а я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока.